Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Это поселение. Напишите, играете ли вы в поселении и как вы с этим вообще живете. Как вы вообще это все расстроили. В сегодняшнем видео очень много вот таких вот жетонов. Больше 500, как вы видите, мы покупаем за 500 жетончиков, добавляя к этому 50. Но и хотел бы сразу. Сейчас не самый лучший момент в развитии канала, поэтому давайте все-таки не поскупимся и поставим свой сочный лайк. Напишите комментарий, подписывайтесь уже на канал. Сейчас проделана большущая работа. Все вот эти вот жетоны добыты без доната, только сугубо забираются здесь каждый день ежедневные награды. Больше 500, и это круто. Если вы в поселении не новичок, то вы знаете, что это просто жесть сейчас происходит. Мы открываем кучу вот таких вот ящиков. Во-первых, нам прилетают какие-то контракты. Вы знаете, что это такое или нет? Усаживайтесь поудобнее, я вам покажу ужас в чистом виде в игре Last Day on Earth Survival. Насколько много, долго, жестко нужно собирать вот эти нашивки, и что вы сможете после того, как открыли очень огромнейшее количество вот этих вот всяких наград. Так, как вы видите, нам там прилетают некоторые контракты, некоторые нашивки, некоторые, я даже, если честно, это все будет улучшаться в сегодняшнем видео. Я немного в шоке от того, что сделали нам в поселении. Потому что это настолько тяжело, настолько долго и настолько долго, что я не так часто сюда захожу. Да, ежедневные награды, бонусы, которые прилетают здесь, это круто, это лайк. От души благодарен разработчикам, хотя я более чем уверен, что в будущем это все будет пофикшено, забрано и убрано. Но, тем не менее, у меня есть несколько сотен досок, железа, пластин, гвоздей, всяких прекраснейших бонусов, которые приносят мне поселение ежедневно. Просто не забывай, заходи, забирай. Да, я надеюсь, что у вас так же. О чем я говорю, вы сейчас все узнаете. Итак, долгие месяца сбора вот этих вот нашивок превращается в минимальное прохождение на этом аккаунте. В данный момент мы наслаждаемся игрой на аккаунте игрока Видмантас. Если вы присутствуете на стримах, то вы знаете, кто это такой, и в принципе с ним знакомы. Для того, чтобы улучшить одну из перков нашего наемника, мы должны потратить большущее количество, 5000. 5000 это просто жесть, какое количество вот этих вот нашивок, чтобы просто качнуть один левел. Вот такой вот подруженцик, который неплохие скины, и пользуется она неплохим оружием UMP, который в кратере. Кармочка, вот такая вот красивая тетушка. Ну и далеко мы не уходим от Конора. Конор это, наверное, самый крутой мужик, который тут есть. Танкует он от души. Как вы видите, что мы сразу по десятке закидываем, потому что тут уже про прокачивание уровня. Это 10 тысяч нужно очечей. Одно такое вот закидывание дает только соточку, 10 тысяч. И, короче, 2 уровня качаем нашему крутому Конору. Вы сами понимаете, насколько это сложно. Конор 54-го левела. Крис у нас 38-го левела. Я, если честно, о чем в этом видосе хотел рассказать. Это просто жестко, как долго все прокачивать. Сколько времени, труда, а самое главное, усилий. Я думаю, что время. Самое главное в этом время. Если вы без доната играете, да даже с донатом, какие суммы должны быть потрачены на то, чтобы получить просто-напросто прокачанных вами персонажей. Я понимаю, может быть, в дальнейшем это все будет намного проще. Кстати, мы еще и качаем вот такую вот тетушку Мелисон, которая стреляет миниганом, и я впервые буду наслаждаться, как минимум, вот стрельбой с миниганом в исполнении Мелисон при прохождении волн. Сразу же хотел сказать о том, что здесь лучше всего. Да, вы выбираете свои перки. Конор, Крис и, например, у меня Маверик.
Я не знаю, как вы выбираете своих лучших персонажей, но я знаю, что у многих ребят это, конечно же, выглядит по-разному. Только что мы раскидали бонусы, и сейчас мы посмотрим прохождение. Первая часть вот этого всего пройдена. То есть у нас, как вы видите, первый регион полностью пройден. Мы сейчас кинули вот эти все вещички, все нашивки и получили кучу всяческих наград. Как вы видите, 18 нам вот таких вот жетонов дается ежедневно. Болты, саморезы, оружейные детали, карбон, бензин. Это все выдается ежедневных наградах. И это очень круто. И я думаю, что именно об этом я и говорил. Ежедневные награды могут быть разными. Чтобы получить следующую награду, нам нужно что? Выставить автоматическую вот такую вот штукенцию. И вместо Маверика или кого-то вы можете выставлять любых своих. То есть мы здесь Такера взяли, Конора, Карма. Попробуем. Понятно, что я бы, конечно, использовал своего любимого Маверика. И, естественно, там было бы все намного интересней. Сколько времени на это все потрачено, пока неизвестно, держится в тайне, но самое главное, что больше месяца 100%, все труды, которые здесь выкачан, кстати, наш, как говорится, минивэн до максимального уровня, просто максимальный. Как вы видите, что Карма может хилить, и почему-то сразу же Такера нам сливают снайпера, а им по барабану на Конора. Просто Конор танкует, но они пришли, Такера слили и все, и до свидания. То есть им было по барабану до этого времени на Конора. Разваливаем кабины также вот этим всем волнам. И я до сих пор вот в таком вот шоке. Потому что представьте себе, сколько это всего нужно было влить, чтобы вот это все пройти. Да, если вы хотите это все получить без доната, поверьте, будильник. Конечно же, вы можете по будильничку заходить, ежедневно награды забирать, ежедневно станочки должны работать, ежечасово забирать награды и 100 станков, которые вы делаете. И, естественно, продолжать выживать еще раз выживать. Я думаю, что вот эта комбинация у нас, как вы видите, никак не проходит. Мне кажется, что все-таки сюда нужен кто-то лучше, чем Такер. Такер здесь, конечно, снайпер неплохой, но мне кажется, что какого-то демагера бы сюда и можно было бы даже пройти. Сразу заглядываем наперед. Вы знаете, что чем дальше здесь ты качаешься, тем больше получаешь всяких наград. И самое главное, что ежедневный бонус, который здесь выпадает раз в 24 часа, ты получаешь все вкуснее, шикарней. И самое главное, что это все, можно так сказать, звучит очень и очень таки круто. Так. Экспедиция идет пока что по плану, но как вы видите, что Конор страдает уже достаточно серьезным уроном. И даже несмотря на то, что у нас идет постоянное лечение этого наемника, все равно вроде бы как все. Вот и все. То есть все у нас проходит не по такому плану, как мы вначале себе распланировали. Фух, ну что, тут понятно, что это волна слита, и сейчас только при изменении наемников можно будет что-то делать. Как вы видели, просто подрывник бабахнул, и на этом все завершилось. Так, все, что здесь пройдено, все, что здесь добыто, это, да, много, конечно, времени. Не буду скрывать, что до этого был использован на этом аккаунте тут донат. У нас тут все, конечно, очень сложно, очень отлично, максимально симпатично, но я думаю, что автоматическая подборка персонажей нам ничем не поможет. А вот Крис — это то, что нам нужно. Потому что Крис, как вы знаете, он и массово атакует, и тот пацанчик, который может выдержать не один удар от этих мужичков. Сейчас я могу сказать, что вот это самая эффективная сборка. Хотя, с другой стороны,
я бы еще Маврика взял. Хотя Маврик, наверное, уже сейчас и здесь становится не самым топовым дамагером. Да, как вы видите, что пулемет уже дамажит достаточно большие уроны. И то, что у меня здесь развито, или куплено, или, как говорится, пройдено, даже, не знаю, в подстилке не годится о том, что пройдено вот на этом аккаунте. Самое главное, что сейчас снайперы стали стрелять именно в Конора. Это самое важное. То есть танкует Конор на все денежки. Как говорится, у нас все отлично, максимально симпатично происходит в плане танкования. И это очень важно. Если у вас тоже так же проходит, то я думаю, что есть шанс все-таки забрать победу. Хотя уже больше половины хп улетело, и мы даже не заметили. Важность инженера в этих прохождениях я даже не знаю. Мне кажется, что все-таки инженер, который он сзади пилит, он тоже важен здесь в прокачке. У него есть какие-то пассивки, которые он может отдавать, можно так сказать, ребятам, и они помогут в прохождении. Так, хил опять произошел, и у нас Конор отхилился практически наполовину, и это немаловажно. Очень важненько. Блин, если честно, хотелось бы сказать, что это очень интересно, но давайте согласимся с тем, что тот путь, который пройден от нуля до сейчас, когда мы уже здесь имеем Конора максимально какого-то уровня, я не представляю, что нужно дальше делать, чтобы прокачивать еще дальше Конора. Сколько нужно нашивок, сколько нужно контрактов, сколько нужно всего здесь получить, чтобы вообще пройти все вот эти испытания. Максимально, наверное, прокачанные персонажи должны быть и максимально прокачанные минивэн. Это все, что в фирме нужно, это все, что в прохождении здесь нужно. Итак, вот эта вонючка, она до сих пор, как вы видите, доносит достаточно мало урона. Мне кажется, что если бы эта тетка чуть-чуть больше хилила, кстати, подрывник не слил нашего Конора сразу, я не знаю каким макаром, наверное, из-за того, что произошел хил, ну, я много чего здесь не допетриваю, но самое главное, что мы получаем победу. Вот такой вот крутой сет, 5 жетонов еще разочек залетает к нам на почту, и, наверное, я только сейчас понимаю, настолько много было пройдено времени, убито времени от А до Я. Поселение для меня не что-то вау интересное, но все-таки я здесь достаточно уже развился. Я получаю какие-то бесплатные ежедневные доски, какие-то прикольные награды, которые здесь прилетают постоянно. Ну и я понимаю, что сейчас у нас может быть что-то тоже пройдено. Как вы видите, что у нас выставляется опять-таки Крис, опять-таки мы специалистам выставляем девушку с пулеметом, с миниганом. Пробуем проходить, но мне кажется, что дальше просто нет возможности. Почему? Потому что хочу сейчас рассказать всем ребятам, которые тоже проходят поселение. Если вы в надежде хотите пройти до какого-то определенного уровня, ну и конечно же, так, и конечно же с этим не тратить очень много времени, то вы ошибаетесь. Если вы даже удержите всех вот этих вот зомби, которые здесь идут, то представьте себе, проходит определенный момент в игре, когда вы просто-напросто останавливаетесь на каком-то достигнутом результате, и у вас открывается, даже не знаю, как это назвать, то есть вроде бы ваши наемники держат, у них хп еще остается на нужном уровне, но просто не хватает урона, и из-за этого урона приходит большущая толпа зомби через определенное время и просто сливает вас. Я сейчас это все продемонстрируется, сейчас все это покажется, и вы увидите так же, как и я. Был в шоке, я впервые это вообще увидел, и из-за этого и начал снимать видос. То есть не вариант прокачивать там танков, все-таки нужен демаг, нужно, конечно, что-то
то, что дамажит. Смотрите, Конор у нас справляется. Вроде хилим, вроде у нас толстяки немного пробивают. Все отлично, максимально симпатично. Ничего не предвещает беды какой-то. Но тут пройдет сейчас время, за которое мы должны слить этих всех зомби. Получается, что если ты не успеваешь за определенный отрезок времени всех вот этих вот толстяков слить, или всех каких-то зомби здесь слить, то помимо тех волн, которые здесь приходят, придут еще дополнительные зомби и типа скажут: все, Михалыч, либо все там, кто там, Палыч, ты не справился, дядя, и тебе, как говорится, за это время определенное не слить этих зомби. Несмотря на то, что твои, как говорится, наемники выжили, просто-напросто тебе не хватило времени. Итак, мы сейчас будем этим наслаждаться. Как вы видите, что не так уж много дамажат наши наемники, хотя держатся достаточно таки уверенно. Конору даже еще пол хп не слили. Так, привет, пацанящие ребята. Этот вообще, я не знаю, пылесосом своим тоже наносит уроны. Как-то старается, все пыхтят. И вроде бы все. Вот последняя волна, которая... Казалось бы, что если ты выдержишь еще и эту волну, то у тебя все пойдет достаточно круто. И вроде бы и у нас тут все круто считается. Конор держится, несмотря на то, что хп у него уже ярко, конечно, начали уменьшаться. Но пулемет и все, что мы помним, что у нас и Крис, и все пацаны, вообще ребята достаточно бронированы, смогут выдержать еще несколько волн. Но вот, как только ты не прошел это за определенное количество времени, как только ты потратил чуть-чуть больше времени, чем нужно, со всех сторон придут зомби и просто разорвут твою команду и скажут: нету урона, до свидули. До свидули, факидули. А вы что хотите, то, конечно, и думаете. Поэтому даже не знаю, кого качать, время все покажет. Пишите в комментах, кто у вас главные наемники. Может быть, это что-то поменяет. Я был очень рад видеть всех вас на видосе. И надеюсь, что поселение для вас тоже что-то отдельное, что-то большое, крутое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Буду рад вас видеть в следующих видосах. Пока.